Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня долго думал, решался, вспоминал те пророчества святых старцев, которые я слышал о временах России. Вот решил все-таки с вами поделиться, чтобы и вам как-то было более ясно то, что с нами сейчас происходит. И вот еще далекий 96-й год, когда у нас с вами была история России на распутице, то ли придут коммунисты, то ли Ельцин вернется к власти. Ну вот, именно в то время, когда все было очень напряженно, общаясь с химонахиней Сефорой Шнякиной, зная о том, что Господь ей многое открывает, я именно спрашивал ее о пророчествах о России. Но с чего разговор начался, я говорю: Машка, ну, вот те пророчества, которые есть, что там придут быстро коммунисты, там, что там Матронушка говорила, что там будут скатывать там земельку и кушать и рады будут, там, что будут гонения, что другие пророчества говорят о том, что будет Россия расцвет, царь православный. Я говорю, как-то не укладывается это все в одну канву. Это как бы разные пророчества. Там, кто-то там, Серафим Вырицкий говорит, там, что китайцы захватят до Урала там, Россию. Она говорит, да, разным святым Господь старцам Господь открывал будущее. Но это не факт, что это должно неизбежно случиться. Точно так же, как мы помним ветхозаветные случаи исторические, это с городом Ниневии, когда тоже он должен был, как Содом и Гоморра, уничтожен, но пророк Иона, который отказывался туда идти, однако все-таки кит его туда привез в своем чреве, выплюнул на берег, Иона проповедовал, Ниневия покаялась, и ее эта участь покинула. Также и мы с вами уже давно могли пойти по какому-то тяжелому историческому пути, и давно уже могли, нашей России могло бы просто не быть, но Господь нашу страну бережет русский православный народ. Ну, а что касается конкретно слова Машки Сефоры. Я упомянул о том, что, говорю, Машка, ну а вот Третья мировая война. Она говорит, а что тебе Третья мировая война? Говорю, ну она же должна случиться, и как бы опять крупные разрушения, опять вставай, страна огромная, говорю, опять лишения, опять как бы человеческие жертвы. Понятно, что мы войну выиграем, но опять с какими-то колоссальными ущербом, с колоссальными потерями. Она подумала, говорит, на нашей территории, говорит, войны не будет. Мы будем победителями. Да, говорит, поначалу будет казаться, что мы проигрываем, но потом, говорит, настолько, говорит, будет сильная армия, что война будет с Европой. Многих европейских городов просто не будет. Это буквально ее слова. Говорит, просто многих городов не будет. И эта территория Европы будет нашей. Так что, говорит, да, война будет серьезная, кровавая, но, говорит, мы выйдем победителями. Но разговор, конечно, начался с того, что он говорит, ну, война начнется с Украины. Вы знаете, когда она сказала о том, что война начнется с Украиной, вот поверьте мне, в тот момент, вот, когда я это услышал, ну, я думал, знаете, там война будет ну, где-то там, ну, в какой-нибудь арабской стране, там, в Египте, в Ираке, в Иране, там, не знаю,
где угодно там, да, то есть, но не у нас. Ну, то есть не на Украине. Она говорит, война будет, начнется, говорит, с Украины. Да, говорит, поначалу будет казаться, что мы проигрываем. А говорит, потом вооружимся, говорит, и на такой, говорит, ущерб нанесем, что многих европейских городов не будет, говорит, и эта территория будет нашей. Говорю, Машка, а Америка? Она такая, не будет никакой Америки. Простите, я не готов объяснить эти слова, что значит не будет никакой Америки. Но мы эти, я думаю, события с вами всем увидим, но хотелось именно поделиться этим вот услышанным в свое время в 96 году разговором откровенным, пророческим. Тогда, конечно, в моей голове это все не укладывалось. Я не мог понять, как у нас может быть война с Украиной. С чего, зачем. У нас все было настолько благополучно именно в отношениях с Украиной, и люди не понимали значения этой границы, которая уже тогда существовала, и думали, ну, это временно, там, граница там, будет изменена, там, или ее полностью уберут, по крайней мере, люди на это надеялись. Но для того, что... Но то, что украинский народ и конкретно молодежь превратят в националистов-фашистов, конечно, это нельзя было и придумать, и взять в голову.